Всех приветствую, благодарю вас за подключение во всех бесконечных вариантах времени и пространства. Те, кто со мной не знаком, меня зовут Юля, и добро пожаловать на канал Джул Джорн. Мы продолжаем цикл видео, цикл темы происхождения души, различных рас, миров. И в этом видео я хочу вам рассказать о воплощенных ангелах, об их характеристиках, признаках. Также в конце этого видео я проведу небольшой расклад. Ну, вернее, как, это не расклад, это послание от ангельской колоды. И для тех, кто будет смотреть это видео в различных вариантах времени и пространства, эти послания будут актуальны. Очень важно пробудить также не только звездных душ, но пробудить и ангелов. Это те существа, те души, которые несут в себе невероятную силу, но по каким-то своим обстоятельствам, в кавычках, не в кавычках, а в скобочках, задачи. У ангелов есть определенные задачи, также теневые аспекты, которые они должны пройти, которые должны в себе развить, познать свои грани и пробудить вот это ангельское начало для того, чтобы, как бы это ни звучало, повысить вибрации Земли, вывести мир на еще более высшую частоту. Также, несмотря на то, какие я буду слова подбирать, это именно те слова, которые вы должны услышать, которые я должна произнести, которые должны долететь до вашего сердца. Поэтому, пожалуйста, слушайте это видео своим сердцем, своим духом, своим существом. Здесь у меня некоторые записи, чтобы ничего не забыть. Я не буду акцентировать внимание на какие-то очевидные признаки воплощенных ангелов, земных ангелов. Кстати, есть один момент. В целом, да, можно назвать воплощенные ангелы и земные ангелы как одно и то же, но есть такие понятия, как, например, работники света, звездные души, воплощенные ангелы. Эти понятия очень тонко между собой сплетены, но в них все равно есть разница. Я в этом видео не буду тратить время на объяснение этой концепции и в чем отличие этих понятий. Поэтому в этом видео можно использовать как и земные ангелы, так и воплощенные ангелы. Это будет одно и то же. Нужно понимать, что у ангелов есть своя иерархия. Вообще у ангельских существ есть своя иерархия. И они приходят на Землю, в такие вот плотные миры, не просто для того, чтобы служить миру, служить людям, другим существам, а приходят также развиваться самого себя. Важно понимать, что есть плюсы и минусы у ангелов. И кто-то, да, какой-то ангел, ангельская душа, она просто пока что живет, возможно, это ее там первое, второе воплощение здесь в теле, и поэтому она просто живет, еще не осознавая себя. А есть ангелы уже умудренные опытом, такие мудрые, очень величественные, то есть которые уже, может быть, не познавшие свою силу, но, по крайней мере, вставшие на свой путь. Я не хочу акцентировать внимание на какие-то очевидные признаки, да, ангельских душ. Я, конечно же, их назову, но больше хочу акцентировать внимание именно на те, которые вот больше идут вглубь, больше идут вовнутрь, в познании себя, в раскрытии себя. Вот надавить на какие-то боли, на какие-то тени. Итак, первый признак воплощенного ангела. Воплощенные ангелы способны увидеть потенциал другого человека и самоотверженно помогать ему в реализации, в проявлении своего таланта, в проявлении своего потенциала. Они, когда встречают человека, они видят вот именно тот свет, то ядро, ту божественную искру, которую изначально посадили, и она еще даже вот не проросла, а ангелы это видят. И их, скажем так, одна из задач — это проявлять потенциал других людей.
Следующий признак — это повышенная влюбчивость. Это даже может быть не романтическая какая-то влюбленность, привязанность, это именно вот можно же влюбиться в какое-то красивое платье, или можно там влюбиться в какую-то картину или в песню. Вот увидеть в каком-то творении любовь, и опять же вот этот потенциал, вот этот свет. И зачастую ангелы влюбляются именно в потенциал человека. То есть сам вот этот человек, в которого влюбился ангел, он особо не проявляет себя по максимуму, не является пока что тем, кем должен стать. А ангелы уже как бы в будущую версию этого человека влюбляются. И это их, ошибка, можно так сказать, но на ошибках и учатся. Также, если продолжать вот эту тему отношений, то ангелы, они ищут идеальных отношений. Вот изначально, вот сразу же первые отношения у них должны быть идеальными. А если они не идеальны, вот если они все-таки вот встречаются с человеком, и у них взаимная симпатия, взаимная влюбленность и химия, то если же им что-то не нравится в этом человеке, они скатываются, знаете, во что? Я тебя починю, я тебе помогу, я тебя исправлю. Это также те люди, вот которых можно назвать купидончики. Вот они всех хотят поженить, вот они видят сразу, вот, а тебе будет с ним хорошо, а вот, я знаю, вы поженитесь, я там вас сведу. Вот, знаете, ангелы — это те люди, которые могут устроить личную жизнь вообще любого человека, но свою личную жизнь только в последнюю очередь. Вот как бы я последняя буква в алфавите, вот так. Ведь они все, понимаете, для них все люди, все хорошие. Всех они любят, они априори всех любят. Конечно, есть разные ситуации, и, понятное дело, в жизни каждого человека есть тот персонаж или несколько персонажей, которые являются, такими злодеями. Но даже если вот этот вот злодей появился в их жизни, первое, что они сделают, начнут его оправдывать. Потому что что? Потому что все хорошие, наверное, у него что-то произошло, наверное, там какие-то обстоятельства. В общем, вечно оправдывают какие-то неуважительные поступки по отношению к себе, по отношению к другим. Вернее, как? По отношению к другим не оправдывают, потому что нужно же всех защищать, нужно же вот как-то всех помирить, все должно быть хорошо, все гладко. А вот если вот связано с их личностью, с личностью ангела, и в его сторону проявят неуважение, он не сразу среагирует. У него будет реально первая реакция — это оправдать. Следующим признаком воплощенного ангела является терпеливость. Вот говорят: да у тебя ангельское терпение, вот как ты это все терпишь, как? У них очень сильная вера в лучшее. Они верят в лучшее не просто, в какую-то божественную волю, в лучшее в самом человеке. То есть они вот пытаются достучаться до вот этого какого-то переключателя, чтобы исправить человека, улучшить его. Это вот как раз одна из задач ангелов — перестать пытаться исправлять других людей, чинить других людей, вправлять мозги другим людям и просто переключить внимание на себя. Но да, я ни в коем случае не говорю, что нужно терпеть. И вот в минусе, если ангел все еще там терпит, все, никакие действия не предпринимает по исправлению ситуации, по тому, чтобы исправить свое положение, становится просто терпилой и как бы вот таким вот ковриком, жилеткой, которым просто пользуются. Терпение — это хорошо, но нужно все равно знать меру, чтобы не уходить в деструктив, чтобы уже не разрушать себя. Следующим таким пунктом, признаком, или я бы даже сказала признак-задача ангела — это научиться ставить себя на первое место. Это умение расставить свои личные границы,
умение жить ради себя, а не ради других. Я сомневаюсь, что воплощенные ангелы будут пользоваться, да, каким-то своим положением, будут как-то принимать решения, которые будут вредить другим людям, то есть они этого априори не будут делать. Но вот именно такую небольшую поправочку, чтобы вот решение, которое они принимали, в первую очередь должно быть им хорошо. В первую очередь они являются, скажем так, поставщиком божественной энергии в этот мир. И если вы будете как бы барахлить, если у вас будет пустота, у вас будет недовольство, как через вас будет идти вот это вот развитие, которое вы так желаете, которое вы все хотите служить миру, помогать. Потому что если вы не наполнены, если ваша чаша не наполнена, если вы не можете дышать, вы не сможете помочь. Следующий признак — это правильность, это следование своим высоким идеалам. Их высокие идеалы иногда играют с ними злую шутку, когда в ситуациях нужно отстоять себя, да, показать зубки, коготки, а они, ну нет же, ну вот как бы стараются быть хорошими. И у них действительно проблема с проявлением своей темной стороны, со своей темой. И с развитием, вернее, даже не с развитием, а с пониманием, осознанием своих темных сторон, своих слепых зон, когда они это все осознают, у них произойдет расширение. И познание, в том числе своей силы, увеличится их сила, увеличится их масштаб их влияния на массы людей. Следующий признак — это коллективная работа, это команда, это группа. Потому что, знаете, существует же, да, такое видение или ассоциация, вот ангельский хор, что вот все поют хором, и никто особо не выделяется, все одинаково красивые, одинаково светлые, и поэтому здесь, в этом мире, они также стремятся вот вместе, вот в группу с кем-то объединиться, боятся выделиться, потому что думают: ой, а вдруг я там кого-то обижу, что я там лучше пою, что у меня там вот это лучше или вот это лучше. То есть вот знаете, вот это вот вечное принижение себя в угоду другим. Конечно, в ангельских мирах там немного другие правила, поэтому нету никаких осуждений. И еще одна выгода у ангелов бывает, почему они хотят работать именно в группе, в команде, потому что они боятся ответственности. Я, конечно, обобщаю, да, это общее чтение воплощенных ангелов, то есть не конкретной души, но вот это также отдельная задача, вот именно умение брать на себя ответственность за свою жизнь, за свои решения. Не вот вечно, знаете, вот совещаться, вот, ой, нужно сейчас спросить, чтобы вот, и главное, чтобы было единогласное решение. Если они открывают, да, какую-то компанию или какой-то проект, то нету кого-то главного. Вот на кого бы можно было спихнуть ответственность за что-то, они вот все вместе отвечают. Следующий признак воплощенного ангела: если вам легко доверяют, если вы вот располагаете, с вами очень тепло, вам могут говорить о том, что ой, с тобой так уютно, тебя так хочется обнять, ты такая хорошая, давай будем дружить, я тебе сейчас все расскажу, и вам реально все рассказывают. Следующий признак воплощенных ангелов — это то, что они выглядят моложе своих лет. У них внешность очень похожа на типичную вот ассоциацию с ангелами. То есть это миловидное лицо, миловидные черты лица, это пухлые губки, такие вот глазки очень милые, такие вот, они блестят, понимаете? Вот как вот только не посмотришь на ангела,
воплощенного ангела, у них вот глазки блестят, вот улыбаются, вот в них есть какая-то искра, в них невероятная доброта, теплота. И на них смотришь, кажется, что они светятся изнутри. Вот их свет, милость, благость, она чувствуется вот в ауре, вот какой-то вот свет. Просто таких людей хочется обнять, сказать: ну почему ты такая хорошая, ну почему такая милая, можно я тебя съем, вот знаешь, такая вот булочка, ты моя булочка, ты там мой круассанчик, сырничек ты мой. Такие вот сладенькие, очень сладенькие. Следующий признак — это если вам сложно просить о помощи и вообще о чем-то просить, лишний раз вообще никого не потревожите, не надоедаете. Здесь вам нужно учиться держать баланс, брать, давать. Это те люди, которые часто извиняются, даже вот просто по каким-то пустякам. Следующий признак — это если ваше присутствие одновременно заметно и незаметно. Такие люди ходят как мышки, разговаривают как мышки. То есть вот не дай бог кого-то потревожить, вот так вот, очень, вот так вот. Но как бы они не хотели оставаться незаметными, у них это не получается. Потому что вот это вот, ну вот есть слово, которое очень их хорошо описывает, это милость. Знаете, в чем парадокс? Это очень большие световые существа, которые хотят казаться маленькими. И несмотря на то, что они в физическом теле как бы вот такие вот, их поле вот такое огромное. И поэтому, как бы вы ни ходили, вас все равно заметят. Как бы вы тихо ни разговаривали, вас все равно услышат. Поэтому не прячьтесь, дорогие мои, это бесполезно. Что касается еще вот внешности, признак, да, внешней такой вот идентификации, зачастую у воплощенных ангелов есть лишний вес. И они прям могут страдать от этого. Я не говорю, что это прям отличительная черта всех воплощенных ангелов. Нет, не у всех. Это часто встречается, но есть исключения. Потому что, опять же, у души разные задачи, и лишний вес имеет также свои психосоматические причины. Это вот желание постоянно есть что-то сладенькое, конфетки, булочки, пироженки, мороженки. Ой, воплощенные ангелы — это те люди, которые всегда нуждаются в теплоте. Они сами отдают эту любовь, свое тепло, но они также хотят ее получать взамен. И они не говорят, не пристают, хотя многие пристают к другим с обнимашками, целовашками, вот это все. Но зачастую им просто неудобно подойти к человеку, может, ты меня похвалишь, как бы я же хорошая, да, вот это вот все. В общем, они ищут одобрение своей привязанностью, зависимостью, я бы даже так сказала, от сладкого, от мучного. Они таким образом повышают уровень определенного гормона. Следующий признак воплощенного ангела — это то, что они выбирают профессию помогающего типа. Ну и творческого типа в том числе. Ну, если творческий тип, то все равно это творчество должно вести к какой-то помощи. Все равно как-то должно помочь, что-то послужить. Вот это их самое главное. То есть они выбирают профессию учителей, как и духовных учителей, так и школьных, то есть передающие знания экзотерические. Есть эзотерические знания, есть экзотерические. А также выбирают профессии целительства. Это как и медсестры, врачи, то есть такие медикаментозные, также и энергетическое целительство. Творческие профессии, если это музыкант, то песни, которые лечат душу. Есть такие исполнители, артисты, которые слушают их песни, и латаешь раны этими песнями. В общем, какая бы профессия ни была, самый главный мотив — это помощь и служение. Следующий признак, он также относится к внешней
какой-то части, да, человека. Это любовь к белому цвету, к нежным пастельным оттенкам. Это нежно-розовый, нежно-голубой, нежно-сиреневый, какой-то вот перламутровый. Они просто не могут носить темную одежду, темные цвета. Это их отяжеляет. Им нужно вот летать, порхать. А более темные оттенки, они их как бы вот держат вот так вот. А фасон одежды, по моим наблюдениям, они выбирают такую легкую, даже полупрозрачную, где-то прозрачные рукава, какие-то вот прозрачные вставки, возможно, какие-то кружева. То есть подчеркнуть свою эфирность, подчеркнуть свою прозрачность, внутреннюю кристальность, внутреннюю чистоту, что вот мне нечего скрывать, у меня даже прозрачная одежда. Следующий признак — это ангелы любят ангелов. Что я имею в виду? Это разные статуэтки, это книги, это какие-то амулеты, украшения, вот где есть изображение ангелов. Им приятно смотреть на родную энергию. У них есть глубокая вера, вот что ангелы существуют, и зачастую у воплощенных ангелов есть несколько ангелов-хранителей. Большая часть звездной, не звездной, а духовной семьи являются ангелы. То есть вот такие световые ангельские существа. У воплощенных ангелов с детства очень сильная вера в Бога. Не обязательно быть приверженцем какой-то определенной религии, какого-то течения или учения. Это просто внутренняя вера, знание, что существует Царство Божие. И знаете, возможно, с самого детства у вас есть желание порадовать Бога. Возможно, вы специально пели для Бога, или специально рисовали для Бога, или для своих ангелов. Следующий признак — это то, что воплощенные ангелы являются неким магнитом для деструктивных людей. Нарциссы, алкоголики, игроманы, просто зависимые люди, тираны притягиваются, потому что всегда пригреют, всегда пожалеют, примут такими, какие они есть. И вот это вот их желание помочь, что вот, а я смогу его спасти, а вот я смогу, я достучусь до его души, ведь где-то же она есть, ведь где-то же есть хоть чуть-чуть у него сердца, есть хоть чуть-чуть у него добрых помыслов. Я это найду, я откопаю, и он изменится. Со мной он изменится. Вот что говорит воплощенный ангел. И, к сожалению, воплощенные ангелы становятся энергетическими донорами для таких людей. И впадают куда? Правильно, в созависимость. У нарциссов, у тиранов и вообще таких деструктивных людей появился источник питания, причем безлимитный. Потому что такие души, как воплощенные ангелы, как звездные души, они имеют свойство сами наполняться, то есть им не нужна горизонтальное горизонтальное питание. Это, вот знаете, как я называю, энергетические вегетарианцы, что для душ высшего порядка им не нужно питаться энергией других людей. Они живут за счет своей энергии, за счет космической энергии. Так вот, батарейка безлимитная, которая еще и тебя жалеет, хвалит, еще там дает 100-500 миллионов шансов. Просто находка. И страшные вещи, конечно, могут случаться в таких ситуациях. И это плавно нас подвигает к следующему признаку, который говорит, что вот те ситуации, да, в которые попадают воплощенные ангелы, вот с тиранами, с деструктивными людьми, это совсем не говорит о том, что они не чувствуют фальшь, что они не чувствуют грязь. Чувствуют, еще как. Но вот именно вот это вот желание
я помогу, я исправлю, со мной все будет там хорошо, он изменится, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Что я хочу сказать этим признаком? Что вот эту грязь воплощенные ангелы чувствуют за счет большого, сильного контраста энергии. Просто невероятно огромный промежуток образуется между вот человеком, который живет в низких энергиях, и с ангелом. То есть это просто вот две полярности. И поэтому они не могут не чувствовать друг друга. То есть это и, скажем так, деструктивный человек сразу же считает вот это вот светлое существо, сразу же, и поэтому присасывается вот так вот моментально. И здесь что должен сделать ангел? У него тут должна быть выстроена огромная личная граница. Понимаете? Очень важно сразу выстраивать свои личные границы. Как только вы чувствуете, что что-то темное. Таким людям противопоказано. Вы, конечно, можете попробовать. Я никому не запрещаю. Вот лично я никому ничего не запрещаю. Так что, если хотите проверить, пожалуйста. Но я бы не советовала ходить в какие-то темные места, посещать какие-то темные мероприятия. Что я имею в виду под темными? Это дело, сейчас вот скажу, я думаю, в комментариях мне сейчас быстро начнут строчить что-то. Пример с кладбищем и с похоронами. Несмотря на то, что даже человек, воплощенный ангел, имел в прошлом воплощения жреческие, связанные с переходом в иной мир, все равно будет чувствовать себя дискомфортно. Если вам дискомфортно ходить на кладбище, на похороны и подобные какие-то такие вот церемонии, не надо туда ходить. Для некоторых людей нормально, то есть ничего им не... это не повлияет на их состояние. Просто такая вот особенность, такое вот энергетическое строение у ангельской души. Ей очень тяжело в этих энергиях. Очень. Это, знаете, может работать, этот признак может работать не на всех ангелах, так как есть гибриды, смесь ангельской энергии с какой-то определенной звездной расой. Следующий признак воплощенного ангела, конечно, это будет очевидно, но это нужно повторить, это нужно проговорить, это нужно просто вот зарубить себе на носу, что ангелы — это невероятно сильные существа. Это очень сильные маги, экстрасенсы, целители. У них необычайно сильно развита эмпатия, чувствительность, экстрасенсорные способности. С тем же самым им очень важно работать над своими чувствами, чтобы не быть чересчур вот ранимыми, плаксивыми, потому что такое тоже может быть. Вот это вот переизбыток чувствительности, которую нужно направить именно в правильное русло. Если увидите воплощенного ангела, который плачет по любому поводу, вот знаете, вот просто тронешь, и вот это все полилось. Это не значит, что это слабый человек. Просто еще не осознал себя и неправильно направляет свои силы, свою энергию. И последний признак воплощенного ангела — это не совсем признак, это просто как миссия, да, обобщенно. То есть какая миссия у ангелов? Это исцелять гармонией и любовью. Если в вашем окружении вам говорят о том, что вот ты воплощение гармонии, ты воплощение любви, воплощение какого-то вот баланса, вот это спокойствие, вы знаете, что это значит. Вы исцеляете своим присутствием.
Вы исцеляете своим словом, своим творчеством, своим прикосновением, своим даже внешним видом, просто своим присутствием. Поэтому несите гармонию, несите любовь в этот мир и для себя в том числе. Заботьтесь о своей гармонии, заботьтесь о своем ресурсе, о своем уровне энергии. И поверьте, как только вы будете полностью наполнены, когда у вас будет этот вот переизбыток, когда невозможно уже не отдавать, именно через вот это вот состояние изобилия вы становитесь наиценнейшим проводником божественной энергии, божественной воли, божественной информации. А сейчас выберите, пожалуйста, цифру от 1 до 3. Мысленно можете прокрутить ситуацию или задать какой-то вопрос. И сейчас я вытащу карты. Итак, карта послания для тех, кто выбрал число 1. Действуйте. Пришло время действовать. Ангелы ждут, что вы сделаете следующий шаг, чтобы они могли помочь вам приблизиться к осуществлению своих мечтаний. Хватит тянуть время. Довольно нерешительности. В глубине души вы знаете, что вам делать. Так действуйте. Сосредоточено ли ваше внимание на карьере, на личных отношениях или на каких-то других вопросах, исполнение желаний не происходит само собой. Вы должны активно стремиться к тому, чего хотите. Послание для тех, кто выбрал число 2. Вы готовы. Все ваше прошлое было подготовкой к этому моменту. Вы учились и духовно росли в разных направлениях. Теперь подготовка завершена. Вы готовы сделать шаг вперед и стать тем человеком, кем, как в глубине души, знаете, вам было предначертано стать. Мир с нетерпением ждет исполнения вашего жизненного предназначения. Возможно, в этой ситуации вам нужно выйти на передний план. Пора сделать то, что правильно для вас, а не для кого-то. Послание для тех, кто выбрал число 3. Хочется почему-то 2 карты. У вас какая-то уникальная ситуация сейчас произошла. 2 карты. Первая — слушайте голос интуиции. Вторая — обратитесь за помощью. Слушайте голос интуиции. Ваша интуиция на этот раз точна, как никогда, и на нее можно положиться. Прислушайтесь к внутреннему голосу, и он не обманет вас. Вы можете быть уверены в том, что речь идет о посланиях от ангелов, к которым действительно нужно прислушаться. Доверьтесь ощущениям, которые вы переживаете в сложившихся обстоятельствах. Ваши догадки в отношении других людей и их мотивов совершенно точны. Нет нужды сомневаться в них. Обратитесь за помощью. Нет необходимости все делать своими силами. Ангелы просят вас обратиться за помощью и поддержкой к тем, кто вас окружает. Позволяя другим людям протянуть вам руку помощи, вы значительно продвинетесь вперед в реализации своих планов и увеличите свои шансы на успех. Помощь, получаемая вами, может включать в себя ценные советы и информационные услуги со стороны знающих людей и специалистов. Когда вы берете на себя слишком много, возникающее напряжение сил угрожает вашему физическому и эмоциональному здоровью.
Окружите себя родными и близкими, которые готовы и способны облегчить вашу ношу, и вы почувствуете себя намного лучше. И на этом все. Благодарю вас за просмотр этого видео. Если оно вам понравилось, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь, если еще не подписаны. Напишите в комментариях, если вы увидели в этих признаках себя или своих близких, родных, друзей. Просто напишите о своих впечатлениях, о своих пожеланиях. И я вас очень-очень люблю. До встречи в следующем видео.